Знаете, что я сейчас делаю? Я смотрю свое старое видео по базовой калибровке телевизора через картинки Бурож. Очень интересное было видео, где, в принципе, делалась какая-то минимально базовая калибровка до того момента, когда вам начинает нравиться эта картинка. И именно этот метод был построен на методе органолептики. То есть визуальной оценки качества картинки под то, что вам нравится. И ссылку на это видео я вам размещу в описании под видео. Вы можете пойти посмотреть. И, честно говоря, вот знаете, есть мнение, что данный метод является полной фигней. Есть ряд людей, которые мне пытались доказать, что нужна точная калибровка телевизора, нужно смотреть только правильные цвета. Но тут у меня возникает вопрос. А всегда ли вы смотрите телевизор при одном и том же освещении? Всегда ли этот телевизор стоит в одном и том же положении? Всегда ли у вас открыты или закрыты окна в одинаковом положении? И всегда ли у вас включена, может быть, какая-то лампочка, закрыты двери в комнату и тому подобные вещи? Не всегда, а я вам объясню. Дело в том, что эта заводская калибровка, вернее не заводская, а очень точная калибровка, это полная туфта. Я вам сегодня это докажу с помощью обыкновенного калибратора. Это визуальный калибратор, оптический датчик и от фирмы X-Rite, который используется для калибровки. И будем использовать фирменное программное обеспечение Kalman 5 для бизнеса. Поэтому на канале Технозон, почему точная калибровка телевизора не имеет смысла, является полной фигней и почему нужно делать всего лишь базовую визуальную калибровку телевизора для просмотра вашего контента. На канале Технозон поехали. Слушайте, в общем-то, я вам ссылочку на вот этот вот ролик разместил в описании под видео. Можете пойти посмотреть, там есть какие-то гневные комментарии, не гневные, кому-то помогает, кому-то нет, но я действительно калибрую только так. Раньше я парился, специально даже калибратор покупал, раньше я парился, калибровал все как мог, потом с этими картинками Бурож я нашел для себя идеальный способ калибровки. Потому что как только вы меняете, например, открыли окошко, у вас меняется цвет, который выдает телевизор. Не верите? Давайте так, вы подпишитесь, нажмете колокольчик, а я вам сейчас покажу это на нашем стендовом телевизоре, который стоит у нас в студии. Переходим, а потом вернемся и сделаем выводы. Ну смотрите, вот это вот Kalman. Это Kalman 5, ультимативный для бизнеса, для тестирования и калибровки телевизоров, мониторов, неважно, с различными типами калибраторов. А вот это вот самый простой X-Rite. Я использую именно его, потому что на нем можно очень точно увидеть именно изменения восприятия, допустим, цвета. У него оптическое восприятие света в зависимости от освещения, от там различных углов освещенности и тому подобное. То есть на текущий момент, если мы проведем с вами, допустим, серию тестов, у нас здесь есть, смотрите, серию тестов и посмотрим на, видите, у нас есть в сером дельта Е средний и максимальный, и есть в цветовом дельта Е средний и максимальный. То есть в данном случае у нас ничего не откалибровано, чтобы вы понимали. Мы просто делаем color checker претест. Те, кто занимается калибровкой, те знают. Сам по себе X-Rite, он уже давным-давно устарел, но для этого вполне подойдет, чтобы вы поняли разницу, что заводской калибровки, вернее идеальной калибровки не бывает. И для того, чтобы откалибровать в супер правильных цветах, вам нужно единое условие просмотра для всех фильмов в одно и то же время. То есть вот таким вот образом. Давайте дождемся мы результата. И мы видим здесь по результатам, в принципе, нам интересны цифры. Нам интересны цифры в динамике. Мы не будем ничего калибровать, мы вот просто даже при Color Checker сделаем с выключенным цветом. Хотя я могу сразу сказать, что здесь синий-красный зашкаливает, зеленого не хватает, и если калибровать телевизор, то рыть нужно будет именно в эту сторону. То есть здесь огромное количество этих показателей, мы можем посмотреть на все базовые цвета и можем посмотреть на их составляющую, да, в RGB триплете. Но мы должны с вами запомнить вот именно вот эти вот цифры 25,2 на 35, 26,5 на 44,3. А как мы их запомним? Да, мне свой телефон, сейчас я возьму лисица телефон, потому что память у всех девичья. Я запоминаю первые две, вторые две. Не-не-не, давай мы сделаем, чтобы было по-честному фотографии, и потом покажем их ребятам. А теперь, лисица, выключи свет.
И мы посмотрим на пресетах, насколько у нас есть разница именно на претесте при выключенном, например, свете. Так, и здесь мы запускаем новую серию тестов. Все показатели, да, мы заметили с вами. Давайте посмотрим, что же у нас получится. Фотографирую для вас результат и уже могу сказать с уверенностью, покажи, пожалуйста, результат ребятам, что у нас есть разница. В черно-белом у нас было 25,2, стало 25, было 36, стало 35. Но в черно-белом не так критично, а в цветном Дельта Е стало у нас средняя 26,8 против 26,5 и было 44,3, стало 49,4. То есть о чем нам говорит данный результат? А то, что оптическое восприятие цвета, даже если по графику посмотреть, и уже калибровать без света, то уже другие нужны. Здесь синего чуть меньше зашкаливает, чем там. И зеленый у нас график другой, и красный график другой. И здесь уже нужна совсем другая калибровка. То есть получается ситуация, что при каждом изменении света, да, вы заплатили за какие-то бешеные деньги за базовую калибровку, вам пришли, там поставили какое-то Калман оборудование, вы насмотрелись в интернете роликов про мегаточные точки белого, там какие-то цифры для себя строите, 20 миллиардов точек белого, и такие, нифига себе, у меня правильные цвета. Вот, правильных цветов не будет. Знаете почему? Потому что у каждого восприятие цвета разное. Сколько людей? 8 миллиардов приблизительно на планете. Так вот, 8 миллиардов будут видеть один и тот же цвет и оттенок совсем по-разному. Они будут по-разному видеть теплоту цвета, они будут по-разному видеть, допустим, черно-белые тона или серые тона, они по-разному будут воспринимать. Поэтому производители телевизоров и создают пресеты для того, чтобы смотреть, для того, чтобы каждый мог под себя выбрать какой-то пресет. И именно метод визуальной органолептической калибровки, он является самым правильным, потому что смотреть нужно неправильно, а смотреть нужно так, как вам нравится. Мы же живем не ради правильных цифр, а ради того, чтобы получать какое-то удовольствие эстетическое органолептическим методом. То есть вы должны смотреть, и оно должно вам нравиться. А если вам кто-то говорит, что так нужно смотреть, то это все фигня. Если вы вот этому не верите, то давайте я вам покажу наглядно. Есть еще одна такая классная штука. Вот у нас базовая, видите, штукенция. Видите, вот это у нас называется точка зеленого. Да? То есть мы можем ее замерить на текущий момент. Покажи, пожалуйста, зеленый. Вот таким вот образом. То есть телевизор мы с вами уже видели, видите, точка зеленого. Мы там по графику видели, что зеленого у нас не хватает. И мы видим, что точка зеленого именно здесь. То есть мы сделаем еще раз замер, она не будет меняться. Видите, сколько бы я ни делал замер, при текущем освещении она всегда будет одинаковой. То есть когда мы откалибруем этот телевизор, точка зеленого будет вот здесь вот в таргете, и у нас будет правильный зеленый. Но насколько он будет долго правильный? Давайте выключим свет, я вам покажу немножко другой замер. Вот ничего не трогая, просто мы нажмем на одну единственную кнопку. Лиса, выключай свет. Смотрите, все то же самое, тот же этот. Я нажимаю одну единственную кнопку, показывай сюда. Запомните, где стояла точка. Мы делаем замер, и эта точка 100% сместится. Оба-на! Вы прикиньте, она уже в другом спектре, она уже отображается с другой длиной волны, скажем так, цветовой. И вы уже смотрите не те цвета, которые вам после калибровки сделали. То есть, по сути, при изменении, вот включи сейчас свет, и мы проведем тот же самый тест. Смотрите, все то же самое. Я сейчас нажму, и точка вернется в исходную позицию. Смотрите. То есть я нажал замер. Опа! Видели? Так, а какой же тогда правильный цвет вы смотрите? Не тот, который вам выставили. То есть, либо вы откалибровали телевизор, и у вас условно постоянная темнота, все зашторено, у вас там нет никаких дополнительных источников света. Даже если вы включите фонарик на телефоне, он все равно будет влиять. То есть, если я включу фонарик на телефоне, оптика, это оптика, ребята, это физика, ее никто не может отменить. Поэтому вот давайте я пройду и сделаю уже выводы за съемочным столом. Ну что, увидели? Ребят, вывод один. Калибровать надо. Но калибровать нужно с помощью обыкновенных пресетов. То есть вы взяли какую-то базовую картинку, поклацали для себя
нашли, что приятно конкретно вам. Не то, что вам рассказали люди и сказали, что ты, дурачок, смотришь неправильно. А то, что они дурачки, ну, например, кому-то нравится бананчик, кому-то яблочко, кому-то женщины одного роста, другим женщины с волосами цвета ванили. Не знаю, как это все говорить, но суть-то в деле, некоторым вообще мужики нравятся. Это уже на вкус и цвет все фломастеры разные. Но мое мнение, что каждый должен смотреть только то, что ему нравится, а не то, что ему навязывают. А вот для того, чтобы получить то, что нравится, вы выбираете режим телевизора, выбираете для себя, как эта картинка вам приятна для восприятия, либо проводите базовую вот эту вот калибровку, которой достаточно для покрытия вот ваших, скажем так, потребностей в визуальном восприятии. Ну а если вы уж там какой-то принципиальный, правильно калибровочный дрочер, то уж извините, ну пожалуйста, сошторивайте там, берете люксометр обязательно и замеряете перед каждым просмотром. Вот в момент калибровки люксометром, кстати, правильно меряется освещение комнаты, и в момент просмотра у вас должно совпадать вот эти люксы, да, там. Поэтому, ребят, все, с вами был Батл на канале Технозон, пока.